Когда опытный рейнджер впервые увидел, как крошечный взъерошенный львенок отчаянно выбегает на пыльную грунтовую дорогу, встает на задние лапки и буквально умоляет человека следовать за ним, он даже не подозревал, чем обернется этот день. Он не мог знать, что всего через несколько минут будет стоять у края коварной браконьерской ямы, на дне которой в муках умирала величественная львица, а затем в одиночку, с колотящимся сердцем, защищать беззащитного детеныша от стаи разъяренных голодных гиен. То, что произошло в финале этой драмы, заставило даже матерых, видавших виды спасателей, замереть от глубокого изумления и уважения. Обычный день патрулирования в огромном южноафриканском заповеднике редко обещает что-то выходящее за рамки привычного уклада. Вокруг, насколько хватает глаз, простирается дикая природа, красная, выжженная солнцем пыль под широкими колесами джипа, бесконечное море золотистой травы, колышущееся на ветру и безжалостно палящее солнце в зените. Рейнджер по имени Дин уже собирался разворачивать автомобиль, чтобы возвращаться на базу после долгой смены, когда прямо перед массивным капотом внедорожника из густой высокой травы внезапно выскочил маленький золотой комочек. Тормоза пронзительно взвизгнули, тяжелую машину слегка занесло на гравии, облако рыжей пыли поднялось густым столбом, и джип замер всего в паре метров от крошечного львенка. Вопреки инстинктам дикого зверя, малыш не убежал. Он встал посреди дороги, глядя прямо в лобовое стекло, и начал жалобно, требовательно мяукать. Детеныши львов никогда так себя не ведут. В этом нежном возрасте они почти никогда не отходят от матери дальше нескольких шагов, а при малейшем намеке на опасность мгновенно замирают в траве, сливаясь с пейзажем. Но этот малыш явно искал встречи. Он искал именно человека. Когда Дин, заглушив мотор, осторожно вышел из машины, львенок не отпрянул. Он подбежал к мужчине, встал на задние лапки, уперся передними пушистыми ладошками в колено рейнджера и буквально завыл от горя. Огромные янтарные глаза смотрели снизу вверх с такой невыразимой мольбой и надеждой, что сердце даже у закаленного суровыми буднями рейнджера сжалось до физической боли. Убедившись, что его заметили, малыш развернулся и побежал обратно в высокую траву, постоянно оглядываясь через плечо и проверяя, идет ли человек за ним следом. Дин, не раздумывая ни секунды, схватил из кабины походный рюкзак, большую бутылку с водой, моток прочной веревки и бросился следом сквозь колючие кусты акации. Солнце к этому времени раскалило воздух до 45 градусов по Цельсию. Каждый шаг отдавался жаром, пот заливал глаза, но рейнджер не отставал. Через пару минут быстрого бега львенок остановился у старого, искривленного временем дерева и начал отчаянно заглядывать в темное углубление в земле, издавая душераздирающие, плачущие звуки. Дин приблизился к краю, и то, что он увидел, заставило кровь застыть в его жилах. Это была старая браконьерская яма глубиной около 2,5 метров с совершенно отвесными стенами. На дне этой земляной тюрьмы лежала взрослая львица, почти не подававшая признаков жизни. Такие ямы — настоящее страшное проклятие африканских заповедников. Их тайком выкапывают браконьеры, тщательно маскируют ветками и сухой травой, и сотни животных каждый год погибают в них мучительной смертью от жажды и голода, так и не дождавшись помощи. Судя по состоянию животного, львица пролежала там уже несколько дней. Ее глаза были мутными от критического обезвоживания, язык потрескался и распух, а некогда лоснящаяся шкура была покрыта толстым слоем красной пыли и грязи. Услышав сына, она едва смогла поднять тяжелую голову и слабо хрипло зарычать. Львенок метался по самому краю обрыва, зовя мать, которая не могла до него дотянуться. Дин мгновенно схватил рацию. «Срочно! Нужна подмога! Квадрат 12! Взрослая львица в ловушке, критическое состояние, передаю координаты!» «Принято! Выезжаем! Будем через 20 минут!» — протрещал ответ сквозь статику эфира. 20 минут.
Для львицы, потерявшей за эти страшные дни десятки литров жидкости под палящим солнцем, это звучало почти как смертный приговор. Она могла угаснуть в любую секунду. Рейнджер принял решение действовать самостоятельно. Он быстро обвязал веревку вокруг мощного ствола акации и начал спускаться вниз, упираясь ногами в осыпающиеся земляные стенки. Оказавшись на дне, он замер всего в 2 метрах от грозного хищника. Львица следила за ним затуманенным взглядом и пыталась предупреждающе рычать, защищая себя, но сил у нее почти не осталось. Из горла вырывался лишь сиплый хрип. Дин медленно присел на корточки, стараясь не делать резких движений, достал бутылку и начал осторожно приближаться. Тихо разговаривая с ней успокаивающим, низким голосом, он открутил крышку и начал лить воду тонкой струйкой прямо на ее потрескавшийся сухой язык. Львица сначала дернулась, но, почувствовав влагу, начала жадно глотать каждую драгоценную каплю. Ее глаза на миг прояснились, в них мелькнуло понимание. Почти целый литр воды ушел маленькими порциями. Дин знал, что нельзя давать много сразу, чтобы не вызвать шок организма. Напившись, хищница отвернула морду, прикрыла глаза и тихо, вибрирующе заурчала. Впервые за много дней адской муки ей стало немного легче. И вдруг сверху, с поверхности, раздался пронзительный крик львенка, полный неподдельного ужаса. Дин резко вскинул голову. Малыш наверху рычал изо всех своих крошечных сил, пытаясь кого-то отпугнуть. А потом послышался этот жуткий, ни с чем не сравнимый истеричный хохот гиен. 5 крупных пятнистых хищников окружили яму плотным кольцом. Их желтые глаза горели голодным, жестоким азартом. Они почуяли запах крови и беспомощности. Между ними и смертельной ловушкой стоял лишь крошечный львенок весом едва ли в 5 килограммов. Взъерошенный, расставивший лапки и рычащий тоненьким песклявым голоском, он героически защищал свою мать. Дин рванул по веревке вверх, обжигая ладони и не чувствуя боли. Он буквально выкатился на поверхность и увидел, как одна из гиен, самая крупная, сделала наглый шаг вперед, скаля гнилые зубы. А львенок, не раздумывая ни мгновения, бросился в атаку на зверя, который был в 15 раз тяжелее и сильнее его. Рейнджер метнулся к своему джипу, оставленному неподалеку. Он схватил сигнальный пистолет и ружье, дрожащими руками зарядил сигнальную ракету и выстрелил в небо. Синеву прочертил дымный след, и небо окрасилось ярко-красным. Оглушительный грохот разнесся над саванной, эхом отражаясь от далеких холмов. Гиены шарахнулись в стороны, прижав уши, но не ушли. Голод был сильнее страха. Львенок тут же подбежал к человеку и прижался к ноге Дина, продолжая отважно рычать на врагов. Гиены, поняв, что человек один, снова начали сужать кольцо, отрезая путь к отступлению. Малыш вдруг снова кинулся вперед и вцепился крошечными когтями прямо в морду вожака стаи. Гиена щелкнула челюстями, готовая перекусить хребет смельчаку. Дин вскинул ружье и выстрелил в землю прямо перед лапами гиены. Мощный фонтан пыли и острых камней ослепил хищника. Зверь визгливо заскулил и отскочил, мотая головой. И тут из-за кустов донесся спасительный рев мощных моторов. 2 пикапа спасательной команды на полной скорости неслись к ним, поднимая за собой тучи красной пыли. Гиены дрогнули окончательно. Вожак стаи коротко тявкнул команду к отступлению, и пятнистые тени мгновенно исчезли в густых зарослях кустарника. Колени Дина подкосились от нахлынувшего облегчения, руки дрожали. Приехавшие ветеринары работали четко и слаженно, как единый механизм. Дротик с транквилизатором, специальные носилки-сетка, мощная электрическая лебедка — все пошло в ход. Через несколько минут огромную львицу аккуратно подняли наверх. Ей тут же подключили капельницу с физраствором и глюкозой, наложили охлаждающие компрессы.
Все это время львенок ни на шаг не отходил от кузова пикапа, вставал на задние лапки, заглядывал внутрь и тихо мяукал матери, словно успокаивал ее. «Все хорошо, мы справились». Диагноз ветеринаров был суровым, но обнадеживающим. Тяжелое обезвоживание и истощение крайней степени, множественные ссадины на лапах от попыток выбраться, но, к счастью, серьезных внутренних повреждений и переломов не обнаружено. Еще день или два в той яме, и было бы слишком поздно. Она выживет. В реабилитационном центре мать и детеныша поместили в соседние просторные вольеры, разделенные стеной с большим прозрачным окном, чтобы они могли видеть и чувствовать друг друга, но львица могла спокойно восстанавливаться. Дин приезжал к ним каждую неделю. Он привозил свежее отборное мясо и часами наблюдал, как силы день за днем возвращаются к истощенной хищнице, как к ней возвращается грация и мощь. Он видел, как малыш растет, превращаясь из пушистого комочка в крепкого мускулистого подростка. Через 2,5 месяца ветеринарный консилиум признал их полностью здоровыми и готовыми к возвращению в дикую природу. Ранним прохладным утром команда приехала к тому самому месту, где золотая трава сливалась с бесконечным горизонтом. Дин настоял на том, чтобы самому открыть тяжелую дверь транспортировочной клетки. Львица вышла первой. Она осторожно ступила на мягкую прохладную траву, замерла на секунду, вдыхая забытые запахи саванны и наслаждаясь пьянящим ощущением свободы. Она потянулась всем своим мощным телом, расправляя мышцы, и тихо зарычала от чистого удовольствия. Львенок выскочил следом и тут же закружился в радостном вихре, подпрыгивая, кувыркаясь и гоняясь за пролетающими бабочками. Но затем произошло то, чего никто не ожидал. Львица не убежала в саванну. Она медленно развернулась и подошла прямо к Дину. Огромная кошка опустила массивную голову и легко, почти нежно коснулась широким лбом его груди, задержавшись так на несколько секунд. Это был древний жест глубочайшего уважения и благодарности, который львы показывают членам своего прайда лишь в самых особых случаях. Дин, замерев от восторга, погладил ее жесткую гриву, чувствуя под пальцами теплую вибрацию тихого урчания. Следом подбежал подросший львенок. Он встал на задние лапки, точно так же, как тогда, на пыльной дороге в день их встречи, и шершавым языком лизнул руку человека. Потом они ушли. Их силуэты становились все меньше и меньше, пока, наконец, не растворились в дрожащем золотом мареве восходящего солнца. Перед тем, как исчезнуть окончательно, львенок несколько раз оглядывался через плечо, словно проверяя, видит ли его еще тот человек, который стал их ангелом-хранителем. Эта история стала настоящей легендой среди рейнджеров парка. История о крошечном львенке, который переступил через страх и не побоялся просить помощи у извечного врага — человека. История Чарея о человеке по имени Дин, который рискнул всем ради чужой жизни. И история о львице, которая на всю жизнь запомнила добро. Иногда самые невероятные чудеса начинаются с одного единственного отчаянного взгляда янтарных глаз на пыльной дороге посреди бескрайней африканской саванны.